Проснулись и улыбнулись. У нас сегодня протек бойлер. С утра пораньше. Ну, судя по воде, это понятно, что пробил тен. Так, самое важное, это перекрываем воду. Конечно, тут те, кто мастерил соединял этот бойлер, огромные вообще молодцы. В первую очередь нужно обесточить его. У меня здесь кнопка на стиралку и на бойлер. Пошла ржавчина уже даже из этой стрелки сверху. Ужас. Что предстоит там увидеть, я даже не понимаю. Так, но самое важное сейчас сливаем воду. Если у вас есть такой клапан, вам очень сильно, конечно, повезло. Так, бойлер у нас Tessie на 60 литров. Когда мы заселились в эту квартиру, у нас аналогично то же самое бойлер протек. Но владелица у нас моментально сразу же сказала: нет проблем, быстро купили новый бойлер, поставили. И, в принципе, очередная такая же проблема. Какое качество воды здесь, неизвестно. Ну ладно, ремонтируем. Приступаем. Так, самое важное — это перекрыть, слить всю воду. С этим клапаном очень хорошо. Ну, я надеюсь, меня спасет то, что я обесточил. Отсоединяем абсолютно все. Все в воде, вся проводка в воде. Как еще не коротнуло, неизвестно. Так, ну обесточим напрямую, отсоединим от электричества, чтобы уже знать наверняка, что нас тут не закоротит. Так, от электричества полностью я обесточил. Убираем в сторону на всякий случай, чтобы нас тут не закоротило ничего. Так, и убираем, снимаем регулятор температуры. Я уже отсоединил датчики на лампочку. И все, осталось только открутить пару болтов и снимаем. Все отсоединили. И теперь нужно достать регулятор температуры. Так, и осталось только открутить поочередно болты. Да, будьте аккуратнее, потому что вода, остатки будут сливаться. Обязательно с собой у вас должно быть ведро. Итак, вот он там, весь в ржавчине. Я тут совершил небольшую ошибку. Ну как ошибку? Тут без вариантов было как-то по-другому слить. Итак, все-таки получилось у меня достать этот грязный ржавый тен. Осталось только поехать за новым, заменить его, и все. Я уже прогнал воду. Уже она не сильно такая ржавая. Но в принципе она уже не ржавая. Все нормально. Сейчас просто Маша чуть-чуть там доуберет. Ну, всю эту ржавчину внутри. И все, осталось только поехать купить. Будет новый бойлер. Так, все, закупила запчасти для бойлера, нагреватель. Кстати, нахожусь в арабском районе. Скоро будет такой обзор именно этого квартала, как здесь вообще люди живут и страшно ли здесь или нет. Как все в основном болгары говорят, то что здесь очень страшно. Ну, посмотрим. Итак, все закупил, в принципе, но появилась новая проблема. Вот этот анод, он просто по размеру даже не подходит. А продавщица не проверила, просто так, ну, типа, дала. И плюс еще вот эту не дала. А говорит, зачем тебе переплачивать? Просто возьми, открути это все и замени. Но сейчас сначала попробую раскрутить это все. Если все подойдет и нормально, то
принципе, не нужно будет менять это тоже. Так, пока магазин не закрылся, скорее всего, нужно по-быстрому съездить. Потому что у меня тут совсем уже все пересыхает. А, нет, отмена. Все правильно она дала. Вот она, вот эта резиночка. Вот сюда. Да. Это я тупой просто. А так это все правильно. Значит, сюда ничего не нужно закручивать. Я так думаю. Хотя это не точно. Но сейчас проверим методом тыка, все будем делать. Первый раз ремонтирую просто бойлер. Ну, как бы ошибки есть всегда. Главное, чтобы вот этих вот, как обычно бывает при сборке, лишних деталек не осталось. Все идеально, просто осталось это все убрать. Старую резинку. Все, это в принципе, ну да, это в мусорку. Это уже нам не понадобится. И все, ставим все обратно. Так, резинка на анод. Все собрал, и теперь осталось только установить. Но перед этим только все насухо еще сейчас протираем, чтобы ничего не замкнуло, потому что тут вообще все в воде. Готово. Вставляем обратно термодатчик. Все, самое важное, никакой винтик не потерять. Итак, конечно же, я неправильно собрал. У меня этот датчик, и эти смотрят туда, должны смотреть сюда, на эти провода. Не совершайте моих ошибок. Все разбираем заново. Все, наконец-то я сделал это. Так, все, закрутили все болты. Дальше собираем остатки. Датчик. Так, осталось только все подсоединить правильно, чтобы ничего не замкнуло, не коротнуло. И все. На этом вся работа проделана. Так, все подключили. Все, осталось только проверить на протечку. Это сейчас мы включим воду и проверим, будет что-то подтекать или нет. Ну, думаю, что с первого раза получилось. Все, смотрим. Наполняется. Я очень сильно надеюсь, что все идеально с первого раза. Ну, в общем-то, проблема оказывается не в этом, а просто где-то сверху он уже, ну, где-то в нем дырка, в общем, оказалась. Потому что он, когда наполнился до конца, и он начал протекать.
Так что проблема в самом корпусе. Печально. И вот он именно по швам. Не здесь протечка, а вот она здесь внутри. В итоге мы просто заказали новый бойлер. Да. Владелица сказала: ребята, не мучайтесь, сейчас я в магазине оплачу и вам просто доставят. Но доставят через 4 дня вместе с установкой, а мы уже 2 дня без горячей воды. Так что сейчас я этот бойлер просто сам установлю и все. Надеюсь, с первого раза. Проблема была совсем не в тене, как я думал, а где-то здесь есть пробитие или что-то такое. Просто он переполняется и начинает стекать. В общем, что? Ставим новый бойлер, сливаем воду через сброс воды. Вот она, конечно, вообще уже практически не идет. Нужно открутить на горячую воду, чуть-чуть дать, чтобы пошла вода. И обязательно перекрываем холодную воду. Но, в принципе, ничего сложного нет. И все. Сброс воды. Сейчас просто сливается. Ну, минут, наверное, 20 будет сливаться. Смотря зависимо от какой у вас объем бойлера. Все, вода полностью слита. И осталось отсоединить подачу воды. Все, снимаем и устанавливаем новый. Готово. И теперь какая проблема? Проблема подвести коммуникации. Ну, хотя, наверное, это небольшая будет проблема. Это будет небольшая проблема, если я сейчас пойду в магазин. Шланги, которые сгибаются, потому что у меня здесь ничегошеньки не сгибается. Самое, что интересное, это мне нужно сейчас заново снять. Все скрутить, закрутить. В общем, не совершайте ошибки. Просто учитесь на моих. Устанавливаем фум-ленту обязательно. И устанавливаем сливное на холодную, на подачу. И все. Все установили. Все заизолировано. Сброс воды также установлен. И все, и монтируем обратно. И сейчас эти еще только скрутить и подсоединить. Полностью соединил. Подключил. Так, еще к питанию, но только не сделал. Потому что нужно будет обрезать. Тут розетка, она сразу подает ток. Она не отключается. И соединю. Так, ну что, сейчас момент истины. Нужно наполнить полностью бак и посмотреть на любые протечки. Так, эти капельки, это ниоткуда. Так, все, бак наполняется. Самое важное — это
Ни единой капли воды. Ну и сейчас, конечно, соединим бак. Просто я отрежу розетку и напрямую выведу. Итак, обязательно все перепроверяем, чтобы не было ни единой капельки. Все идеально. Так, у нас сброс воды идеально функционирует. Все. Новый бак установлен. Ну, теперь осталось избавиться от старого и убрать мусор. Но этим займется сейчас Маша. Маша, работать! Так, ну а я сейчас подключу к питанию и момент истины. Будет у нас горячая вода или нет. Так, я что-то подумал. Мне так жалко резать эту розетку и запитывать его сюда. Я просто его установлю в розетку и все. Давай, вырабатывай тепло. Ну, пойдемте проверять, что у нас с водой. Момент истины. Прогнали воздух, и сейчас уже нормально течет вода. Осталось только дождаться, когда прогреется бойлер, и все. Ну вот такой у нас получился сегодня ролик. Ремонт бойлера своими руками. В принципе, если я смог, то вы тем более сможете. Ничего сложного. Сейчас самое важное — это дождаться горячей воды. Но дальше у меня будет ремонт стиралки. Все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, у вас тоже так же получится легко и быстро. Все, всем спасибо. Поставьте лайк. До новых встреч.